Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я хотел бы продолжить тему общества потребления, и в качестве примера индустрии общества потребления я буду говорить о пластической хирургии. Пластическая хирургия как индустрия общества потребления, торгующая образом недосягаемого стандарта. Я решил поговорить в этом видео о пластической хирургии в контексте мысли об обществе потребления, на тему которого у меня есть целый плейлист с одноименным названием. На тему пластической хирургии как индустрии общества потребления меня подвигло довольно интересное видео в YouTube, из которого я взял идею о том, как пластическая хирургия является продуктом иррационального потребления. Косметическая пластическая хирургия продает недосягаемый стандарт. На самом деле косметическая пластическая хирургия, так же как, например, и психология, продает потребителю недосягаемый образ, к которому нужно стремиться, потребляя их услугу. Конечно же, как в случае с психологией, так и в случае с косметической пластической хирургией, ключевым актом является потребление как таковое. Кто-нибудь, конечно же, может заметить, что сравнение психологии и косметической пластической хирургии неуместно, но я не говорю сейчас об их схожестях и отличиях. Я говорю о том, чем они являются в своей основе. Косметическая пластическая хирургия, равно как и психология, продвигает навязываемый стереотип о некоем образе, к которому нужно стремиться. Причем неважно об изменении каких элементах лица идет речь, вот как в случае с пластической хирургией, главное, что человеку неявно навязываются некие стандарты красоты, к которым нужно стремиться. Допустим, женщина, подвергнувшись такой неявной рекламе, посчитает, что у нее неправильная внешность и решится на проведение себе пластической операции. Как будто бы существует некий стандарт красоты, к которому нужно стремиться. Но как раз таки каждый человек рождается с индивидуальными чертами лица, и именно в этом и заключается красота, его неповторимость. Человек-система — это человек, безапелляционно следующий стандартам этой системы. Конечно же, человеку свойственно повиноваться стадному инстинкту и следовать за толпой, но он не задумывается о том, к каким последствиям это может привести его самого. Например, как в случае с той же самой пластической хирургией, существует целая индустрия, оказывающая услуги по изменению лица тем же самым женщинам, которые подверглись, по сути, воздействию массовой культуры на их представление о красоте. Точнее, массовая культура полностью создала такое представление в голове женщин, потому что если предполагать, что каждая женщина рождается с индивидуальной чертами лица, и с точки зрения здравого смысла сам косвенный намек на то, что есть какой-то унифицированный стандарт красоты, кажется довольно абсурдным. Это все равно, как если бы считалось нормой всем женщинам ходить в одних и тех же масках какого-нибудь сказочного персонажа. То есть сами по себе женщины инфицируются идеей того, что они изначально какие-то неправильные, и им нужно изменять свое лицо в соответствии с каким-то призрачным идеалом, будто бы сама женщина не должна определять свое отношение к своей внешности, а менять свою внешность в соответствии со стандартами, придуманными некой косметической индустрией. Сама специфика цифровых информационных технологий способствует глобализации представлений человека, в том числе и о
красоте, и подписчицы какой-нибудь блогерши посмотрят на ее накачанные губы и посчитают, что это и есть то, к чему нужно стремиться. Какие причины побуждают менять свою внешность, данную от природы? Например, женщин побуждает увеличивать те же самые губы потребность, что называется, не отставать от тренда, будь-то бы тренд — это некий социальный закон, обязывающий накачивать губы. Вообще, в таких случаях они не думают о том, что их добровольно измененные внешности уже никогда не будут прежними. И уже достигнутые изменения будут побуждать их производить очередные изменения, потому что у них нет представления о конечном результате так называемого стандарта красоты. В конечном счете для женщины отсутствие представления о конечном стандарте красоты, так называемой, выливается в бесконечное потребление косметологических услуг, включая пластическую хирургию. И массовая культура, и в частности цифровые средства распространения информации, как ее элемент, косвенно внедряют в головы женщин идею о том, что изначально данные от природы черты лица и в целом тела должны стать для нее предметом стыда, от которого нужно избавиться, только потребив услуги пластической хирургии или потребив ту или иную косметику, потребление которой приблизит ее к некоему внушенному ей стандарту красоты, о критериях которого она, конечно же, ничего не знает и знать не может. Она лишь движима чувством вины и стыда за то, что ее тело якобы не соответствует этому призрачному стандарту. На этом примере наглядно демонстрируется то, как массовая культура и различные виды индустрий неразрывно связаны друг с другом. И массовая культура и цифровые средства передачи информации, как ее элемент, косвенно формируют так называемые вкусы у женщин, показывая, допустим, какую-нибудь известную блогершу с измененной внешностью, имеющую большое количество подписчиков. Вообще, на мой взгляд, это странно, но именно массовость является ключевым побудительным стимулом для женщин следовать за так называемыми стандартами красоты. Например, меня привлекает индивидуальность в женщине, но глядя, допустим, на анкеты женщин на сайтах знакомства, наоборот, появляется отторжение от дальнейшего их просмотра, потому что это однотипные лица, которые даже внешне лишены индивидуальности. Хотя я допускаю, что, возможно, большая часть этих анкет фейковые. Но суть не в этом, а в том, что женщины думают, что привлекательной можно стать, только стремясь к некоему стандарту красоты, а не будучи со своими природными данными. То есть сама идея, что красоту можно приобрести, предполагает наличие некоего стандарта красоты, идея наличия которого, собственно, выгодна косметологической индустрии, потому что она получает прибыль от женщин, считающих, что косметология определяет, что красиво, а что нет. И сама по себе идея стандарта красоты предполагает наличие решения, предоставляемого косметологической индустрией, предлагающей свой товар в виде косметики или тех же самых пластических операций. И деньги, которые женщины платят за косметику и пластические операции, это своего рода метафорическая жертва культу стандарта красоты, когда погоня за этим призрачным стандартом закономерно превращается в гипертрофию, потому что это единственный исход из-за отсутствия критериев стандарта, к которому они стремятся. Пластическая хирургия превращается в сам стандарт красоты. Пластическая хирургия, как средство бесцельного изменения внешности, превращается в сам стандарт красоты, а следовательно, сам факт потребления таких услуг становится для женщин признаком того, что они тратят свое время и деньги осмысленно, будто бы эти покупаемые ими услуги являются чем-то по умолчанию
полезным для них. Но для косметической индустрии, равно как и для любой другой индустрии, здоровье людей, покупающих их товар или услугу, является вторичным, потому что первичным для них является доход. И индустриям, чей продукт или услуга лишена практического смысла, выгодно, чтобы человек ощущал бы постоянный недостаток производимого ими продукта или услуги. Потребность в услугах наподобие психологических или тех же самых косметологических пластических операциях носит исключительно потребительский смысл для потребляющего их, потому что они лишены мотива, вызванного объективными причинами. Потребности подобного рода создаются самой социокультурной средой через средства массовой информации, сама специфика которых предполагает постоянное видение человеком примеров так называемых стандартов, становящихся обыденностью. И именно постепенное превращение их в обыденность способствует снижению критической их оценки и, как следствие, становления этих стандартов массовым трендом. И у большинства людей, если нечто является общепринятым, превращается так или иначе в норму, что, собственно, и происходит у тех же самых женщин в их отношении к пластическим операциям как средству приближения к призрачным стандартам красоты. Всего хорошего, до встречи в следующих видео.